Эта книга только для тех героев, чьи сердца праведны. Она находится на вершине горы Крагда и охраняется мужественным Минотавром. Серьезно? Вот она. Я давно была одержима идеей сделать блокнот с нуля, и когда я увидела эту книжку в мультике «Время приключений», я поняла, момент настал. Я взяла 2 куска кожзаменителя для обложки, 2 листа коричневого картона для форзацев, 2 плотных картона, которые продавались вдобавок еще и грунтованные, много листов бумаги, которые я заранее покрасила с помощью кофе, краски, ленточки, стразики, еще кусок плотного картона, ножницы, нитки, клей, ну и еще всякие карандаши, линейки, о необходимости которых ты понимаешь только в процессе работы. Перед тем, как приступить к созданию блокнота, я распечатала картинку Энхиридиона именно того размера, каким он будет у меня. И этот рисунок мне еще пригодится много раз. Я начала с обложки, за основу для которой взяла грунтованный картон. Между ними оставляю место для корешка и приклеиваю на коричневый кожзаменитель. В оригинале на книжке повреждения в углу, поэтому второй лист картона я немного подрезала и обошла клеем это место. Потом я отрезала лишние куски и стала приклеивать края, начиная с уголочков. Пока они сохли, а у меня было всего 2 таких прищепки, чтобы держать кожу, я разметила будущие размеры корешка, вырезала и приклеила его. Держать вот так край, пока клей не высохнет, было вообще не классно. И вот я вспомнила, что в мире существуют обычные прищепки помимо канцелярских, и дело пошло быстрее. Пока края сохли, я стала переплетать бумагу. Для этого я сложила каждый лист пополам. Сначала я хотела размечать листы с помощью обложки, но потом вспомнила, что у меня есть еще одна картонка такого же размера, и сделала разметку для будущих дырочек на ней. И стала использовать ее как трафарет, чтобы 10 раз не отмечать одно и то же с помощью линейки. Да, размечала я не все листы, а сложила их по 3 штуки. Плюс ко всему А4 чуть больше этого размера, поэтому линию отреза я отмечала тоже с ее помощью. И вот такую вот разметку сделала. Потом я сшила эти листы по схеме, которую попыталась изобразить вам сверху. Я делала по 3-4 нитки на 2 дырочки, а те нитки, которые по краям, оставляла небольшой длины без всяких узелочков. Так я сшила все заготовленные листы по 3 штуки, и потом их нужно было перевязать между собой. Все боковые ниточки с разных листов я перевязала вместе, а то, что посередине, сшила вот таким вот образом, как я опять пыталась вам нарисовать схему. Надеюсь, она понятна. И вообще я не знаю, так сшивают блокноты или нет, но мне кажется, я где-то такое видела, да и вообще у меня получилось очень даже надежно. Сшитые листы можно приклеивать к обложке. Как видите, я оставила неприклеенным тот уголок, где кожа должна быть оборвана. Коричневый картон, как я уже говорила, я буду использовать для форзаца. Сгибаем картон и приклеиваем его на место, а бумагу к корешку. Я беру клей Момент, а не ПВА, потому что от него не сдувается бумага и приклеивается все в 10 раз быстрее. И да, у меня там осталось много места, и я потом расскажу вам, как его заполнить. А пока переходим к декорированию обложки. Тут мне как раз пригодится распечатка. Заклепки я буду делать из картона, а основные детали вырезать из кожи. Чтобы сделать блокнот как можно точнее, я вырезаю элементы с распечатки и использую их в качестве трафарета. Так я вырезала все заклепки и с внутренними деталями поступила точно так же. Сначала сделала бежевый прямоугольник, а потом все мелкие детальки. Вечером я их вырезала и прорисовала контуры, а потом раскрасила все детальки, смешивая фиолетовые с разными цветами.
Для вот этих металлических заклепок я смешала серебряный с черным, синим и фиолетовым, потому что таким образом цвет получается не просто серым, а таким серебряно-космическим, необычным, интересным, неповторимым. И вообще он похож на цвет в оригинале. Теперь, что касается уголка блокнота. Я просто обрезала ткань, будто она оборвана. Сначала я приклеила уголочки, чтобы понимать, куда накладывать основную часть, но перед этим я прорисовала гвоздики. Круг для кристаллов я вырезала из такого же куска кожи, что и делала обложку. Кристаллики. Синий, зеленый, голубой, желтый, красный. И вместо последнего непонятного цвета я взяла фиолетовый, просто потому что он мне очень понравился. Я прорисовала черные линии и стала приклеивать это. Тут взяла ПВА, просто потому что мне заканчивался момент, а мне еще понадобится, а у меня было 3 тюбика. Но еще раз признала, что ненавижу ПВА всей душой. Перед приклеиванием мелких деталей я прорисовала на них все контуры, просто потому что на столе это делать намного удобнее, чем на книжке. Но тут исключение составлял виноград, потому что эти мелкие детали проще раскрашивать, когда они уже все вместе приклеены. Первым делом щиты, но так как я использовала клей ПВА, их пришлось прижать чем-нибудь. Чтобы фигурки ровно лежали, я под них приклеивала обрезки кожи, иначе из-за коричневого круга они бы выпирали в некоторых местах. Вот, как видите, они все немного приподняты, но зато ровно лежат. Кристаллики. Кристаллики у нас объемные, поэтому под них я прорисовала дырочки с помощью ножа для бумаги. Как видите, благодаря этому он ровно сел на обложку. И так я инкрустировала все кристаллики. Оставалось пара деталей. Первое. Не запороть всю работу, испортив надпись на обложке. Чтобы перестраховаться, я сделала полутрафарет из распечатки, а потом дорисовала буквы и раскрасила их черной краской. Второе – закладки. И третье – задний форзац. Когда клей высох, я доработала закладки, чтобы они были как на картинке. И обработала края ленточек, чтобы они не распушились. Все. А нет, не все, я обещала вам рассказать, что сделать сзади. А сзади я сделала вот такой вот кармашек, который может быть тоненьким и незаметным, либо толщиной в сантиметр, если туда положить много всяких штук, например, билетики или фотографии, ведь время приключений. Вот так сильно люблю вас. Не упускайте возможность приключений и до скорого!